Все россияне против утильсбора, но в Минпромторге дали понять, что резкое повышение утильсбора – это уже решенный вопрос. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Изменение методики расчета утилизационного сбора уже решенный вопрос. Следует из заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, который выступил в Госдуме и ответил на вопрос депутата от КПРФ Алексея Корниенко. Зачем повышают утиль и что произойдет по версии Минпромторга, если этого не сделать? По данным Минпромторга, по итогам этого года более 73% автомобилей было ввезено в Россию с помощью физических лиц с уплатой льготного утилизационного сбора. Алиханов объяснил, что если так будет продолжаться, вновь открытые в России автомобильные заводы придется просто закрыть, а людей уволить. Как пишут телеграм-каналы, министр довольно подробно ответил на вопрос Алексея Корниенко. Депутат передал министру народное возмущение жителей Дальнего Востока в отношении грядущего изменения методики расчета и повышения утильсбора до коммерческих значений. Да, действительно, в прошлом году был повышен утилизационный сбор, и в этом году проиндексирован для ввоза машин юридическими лицами, сказал Алиханов. Это не привело к росту цен на рынке. Мы видим даже по данным официальных продаж в дилерских центрах, что цены либо остались прежними, либо по отдельным моделям даже снизились на 100-150 тысяч рублей, а на некоторые и больше. При этом диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом и физическими лицами, он становится существенным. Это либо 5000 рублей, либо миллион и выше на новый импортный автомобиль. И у нас, к сожалению, сложилась ситуация, когда по итогам этого года больше 73% ввезенных автомобилей были ввезены физическими лицами. У нас в дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых серых продаж, когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка. Мы понимаем, что те компании, в том числе китайские, которые пришли и запустили заводы в Калуге, в Калининграде, в Липецке и других городах, все эти компании свои инвестиции прекратят, если мы не урегулируем этот вопрос. Чиновник сказал, что речь здесь даже не про жителей Дальнего Востока. То, что называют серым импортом, практикуют практически во всех регионах страны, а за счет утилизационного сбора пополняется федеральный бюджет. Еще раз говорю, это так повлияло на рынок, что утилизационный сбор в этом году, как доходный источник федерального бюджета, существенно сократился. Вы знаете, уже были приняты поправки, мы по линии Минпромторга более 110 миллиардов рублей сократили расходование. Сейчас я видел уже эти поправки, предложено сократить расходы еще на 124 миллиарда рублей. Это те деньги, которые мы недособирали через утилизационный сбор. Они идут на поддержку автомобилестроения, самолетостроения и других отраслей промышленности, которые формируются за счет утилизационного сбора. По сути, у нас сформировано отдельное направление угроза, которое позволяет находить обходные пути. Это дестимулирует инвестиции со стороны наших новых партнеров, которые вкладывают в производство. Что такое автомобильное строение в России? Это от 400 до 700 кг произведенных в стране материалов в каждом автомобиле. Резина, пластик, металл, стекла и так далее. Ничего этого не будет, если не будет защищен рынок. Мы можем, конечно, говорить, что нам нужны дешевые автомобили, убрать все пошлины, все барьеры, но мы тогда просто закроем огромное количество рабочих мест, которые работают на автомобилестроении. При этом хочу заметить, что больше 80% автомобилей в Российской Федерации, даже с учетом этого постановления, не попадут под повышение. Автомобили до 160 лошадиных сил мы не трогаем. Это больше 80% автомобильного рынка в стране. Ко мне много обращаются через соцсети. Я всегда спрашиваю, что везете. Говорят, BMW, Volkswagen и еще что-то. То есть автомобили такие неплохие. Не буду говорить роскошь, не роскошь, но это не эконом-сегмент. Я понимаю, тяжело все это объяснить, конечно, людям, которые их уже купили, но я экономические предпосылки обрисовал. Это решение назрело, оно необходимо, но понимаю, что радость
радости это навряд ли вызывает, подытожил Алиханов. Напомним, во Владивостоке прошел согласованный митинг против повышения ставок утильсбора. Вопреки прогнозам Минпромторга, эксперты отрасли говорят, что после изменения методики расчета и ставок сбора автоимпорт упадет вдвое и потянет за собой все смежные отрасли, от складов временного хранения до автовозов. Законопроект, несмотря на то, что обсуждения уже завершены, продолжает собирать дизлайки. Уже 126 тысяч негативных оценок против 658 тех, кто проголосовал за. Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин заявил, что ведомство отмечает сохранение проблем в администрировании утильсбора. В результате служба предлагает Минпромторгу издать единый акт по регулированию этой сферы, поскольку сейчас применяются разные подходы. Эти проблемы администрирования до сих пор сохраняются. В отношении разного типа транспортных средств действуют разные постановления правительства со своими подходами к регулированию, сказал Ивин на Комитете по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации. По мнению замглавы службы, это очень неудобно, прежде всего гражданам. При оформлении утиля, потом в процессе контроля, где мы выходим на то, что в этой сложной системе начисления утиля были определены коэффициенты и так далее, мы вынуждены направить людям требования по дополнительной плате, пояснил Ивин. Он продолжил, сказав, что в Минпромторг направлены предложения издать единый акт, в котором будет четко прописано с точки зрения прав ответственности плательщика определение, кто такой в принципе плательщик, когда заканчивается обязанность по уплате этого сбора, а также подходы к его исчислению и уплате. Ивин добавил, что ключевым в предложениях ведомства является то, что ФТС только взимала этот сбор, а начислением занималась специализированная организация. Количество негативных реакций на проект постановления правительства об изменении методики расчета утильсбора превысило 126 тысяч. Это абсолютный рекорд за все время существования госпортала проектов нормативных правовых актов. При достижении 100 тысяч негативных реакций проект нормативного правового акта может отправиться на доработку, но это не точно. Стадия общественного обсуждения документа завершилась 3 октября, но люди продолжают оставлять дизлайки на странице обсуждения вопроса. Минпромторг рассчитывает, что в ближайшие недели будет утверждено изменение системы расчета утилизационного сбора. Формулу расчета дополнят привязкой к мощности двигателя и прогрессивной шкалой. Почему это важно? Льготная ставка утилизационного сбора 5200 рублей вместо сотен тысяч и миллионов для физлиц при ввозе машин для личного пользования сохранится только для тех случаев, когда мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил. Сбор возрастет для большей части категории автомобилей. Оставить свой лайк или дизлайк проекту можете и вы. Потребуется только авторизация через госуслуги. Все ссылки в описании под видео. Напишите в комментариях, как вы считаете, наши ролики и статьи или ваши дизлайки и комментарии что-то решают? Ну и обещанная мною шутка. Судя по размеру утильсбора, уничтожить старый автомобиль в России стоит столько же, сколько в Китае собрать новый. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.